Привет из Турции! Я приехала отдыхать на все включено в отель «Камелия». Он находится в Сиде и занимает огромную территорию. На территории этого резорта целых 4 отеля. Я думаю, что каждый, кто бывал в Сиде, знает об этом отеле, потому что, гуляя по променаду, туристы часто заглядывают на его территорию. Он такой большой, интересный, здесь много развлечений. Но прямо сейчас вне сезон работает только один из 4 отелей – «Камелия Селин». В него я и приехала. Мне кажется, что действительно хороший отель будет хороший вне сезон, даже с минимальным набором развлечений. Давайте проверим, так ли это на самом деле. Пятизвездочный резорт «Камелия Collection Exclusive» находится в Сиде на первой береговой линии и занимает огромную зеленую территорию площадью 240 тысяч квадратных метров. Здесь поместилось 3 отеля, 3 футбольных поля, аквапарк и многое другое. Сейчас зима. Из 3 отелей сети «Камелия» работает только один – «Камелия Селин». Тут все украшено к новогодним праздникам. В лобби отеля просторно и чисто. Кожаные диваны, теплые тона, много света. Здесь приятно находиться. На ресепшн есть русскоговорящие сотрудники. Все вежливые и улыбчивые. Перед корпусом отеля «Камелия Селин» расположен просторный бассейн, вокруг которого даже вне сезон расставлены лежаки. Территория резорта очень зеленая. Всюду пальмы, фруктовые деревья и цветы. Пятизвездочный резорт «Камелия Collection» напоминает туристический городок. Здесь каждый найдет занятие по душе. Отель подойдет для семейного отдыха. Тут есть детские площадки, мини-клуб и развлечения с аниматорами. Для взрослых предусмотрены спортивные и командные игры, спокойные и активные развлечения. Аниматоры работают даже зимой. На территории резорта расположено 7 теннисных кортов. У туристов есть возможность взять уроки с тренером. Также в отеле есть амфитеатр на 700 зрителей. А еще «Камелии» принадлежит собственный аквапарк, причем довольно большой. В игровой комнате есть настольный футбол, бильярд, игровые автоматы и даже боулинг. А летом тут проходят такие вечерние шоу, на которые засматриваются все туристы, проходящие мимо «Камелии». Масштаб этого резорта трудно уместить в голове. Только представьте, здесь работает 19 ресторанов и 16 баров. Конечно, зимой открыто гораздо меньше, но все же это впечатляет. Отель «Камелия» работает по системе «Ультра все включено». А это значит, что в барах предлагают напитки не только турецкого, но и импортного происхождения. Выбор очень достойный. На территории комплекса «Камелия Collection» есть 12 бассейнов, 5 открытых и 2 крытых бассейна для взрослых, а также 3 открытых и 2 крытых бассейна для детей. В корпусе «Камелия Селин» есть собственный спа-центр. Хамам и сауну можно посещать бесплатно. За дополнительную плату предлагают массажи и спа-процедуры. Спортзал в отеле бесплатный. Только посмотрите на этот дворец. Этот корпус резорта «Камелия Collection» принимает туристов только в летний сезон. Иногда мне кажется, что я оказалась в каком-то сказочном городке. Кроме того, в летний сезон открыты домики, которые расположены почти на пляже. У каждого из них есть собственная терраса. Здорово, правда? Давайте посмотрим номер. У меня номер категории Deluxe Garden View, и он достаточно просторный. Начнем от входной двери. На входе стоит шкаф, здесь 2 отделения с вешалками. В номере есть халаты.
Рядом еще 3 отделения. Здесь отделение с полочками, а тут установили мини-бар. Заглянем внутрь. В мини-баре 2 бутылки пива, лимонады и вода. Мини-бар бесплатный. Здесь стоит сейф, Wi-Fi тоже бесплатные. А еще в номере есть тапочки. По бокам зеркала, одно большое, одно такое в половину роста, и здесь еще разные полочки. В общем, места для вещей достаточно. В номере есть кондиционер, и кровати здесь 2, они просто сдвинуты. Постельное белье чистое, одеялки такие плотненькие, мягенькие. И рядышком тоже тумбочки, индивидуальное освещение. Напротив кровати еще одно зеркало, уже 3 в номере. И телевизор. Рядом чайник и набор для приготовления чая и кофе. И обратите внимание, что кружки здесь и стаканчики настоящие, а не картонные, как бывает в некоторых отелях. Это зона отдыха с креслами и столиком. Я заметила, что мебель тут не самая новая, местами немножко пошарпанная, но при этом видно, что за отелем следят. И мне почему-то кажется, что скоро здесь будет реновация. Заметила, что чисто, например, вот ковер, он вообще очень чистый. Это здорово, никаких пятен, все хорошо. На балконе есть сушилка и зона отдыха со столом и стульями. Балкон не очень широкий, но очень длинный. Отсюда открывается вид в сад. И тут такая дорожка, но по ней ездят только отельные машины. И это уже другие корпуса, бассейны, зеленые лужайки и горы. Ванная комната достаточно стандартная, небольшая, не маленькая. Здесь есть зеркало, еще вот такое небольшое зеркало с такой подсветочкой, очень люблю такую. Здесь столешница, раковина, не сказать, чтобы тоже супер новая, вот видно даже трещинка есть, но в целом чистая. А вот что тут нестандартное, так это косметический набор. Посмотрите, как его классно оформили, какие большие тюбики. Здесь не только шампунь, гель для душа, но еще и вот такая вот пена для ванной, лосьон для тела и кондиционер для волос. А в этой коробочке гигиенические принадлежности. В номере не только душевая кабина, но и ванна, и стандартный комплект полотенец для ног, для рук и 2 банных. А здесь мыло и брендовые стаканчики. В номере есть фен. Напишите в комментариях, как вам такой номер. Как вы считаете, соответствует ли он уровню 5-звездочного отеля или нет? Камелия расположена на первой береговой линии в Сиде. Вышли с территории отеля и сразу попали на его собственный песчаный пляж, который раскинулся аж на 500 метров. Всем отелям Камелии принадлежит огромный участок на пляже. Он такой широкий, длинный, оборудованный. Здесь стоят лежаки с мягкими матрасами и зонтики. Пляжные полотенца можно менять бесплатно. На пляже есть кабинки для переодевания, души, 2 бара. Сейчас не сезон, они закрыты, но можно брать чай, кофе и делать самим. Зимой по этому пляжу очень удобно гулять. Здесь такой плотный песок, по которому можно идти просто бесконечно. Сейчас не сезон, есть волны, а в сезон их обычно не бывает, поэтому здесь классно купаться. Заход здесь плавный, нет никаких подводных плит или камней, очень комфортно даже с маленькими детьми. А сейчас купаются только смельчаки, а такие как я просто гуляют, наслаждаются солнышком или сидят на лежаках, загорают, отдыхают. Мне этот пляж очень нравится. Также тут есть секция 16+, где просят не шуметь. А возле детской площадки в сезон размещают шезлонги для маленьких гостей. Пляж отеля Камелия отмечен голубым флагом и может по праву считаться одним из лучших в Сиде. Летом он будет выглядеть иначе. Бары с закусками и напитками, спортивные игры, большое число туристов. А зимой желающих полежать на пляже не так уж и много. Вдоль всей береговой линии в Сиде тянется обустроенный променад. Это отличное место для прогулок в любое время дня. Здесь есть лавочки, чтобы отдохнуть, полюбоваться морем и погладить местных котиков. Променад очень зеленый и живописный.
Даже в зимнее время он кажется цветущим и благоухающим. По вечерам в лобби отеля работает бар, а туристы собираются за столиками, чтобы поболтать или поиграть в настольные игры. Зимой вечерние шоу не такие яркие, как в летнее время, но все равно приятные. День в отеле начинаю с традиционной утренней рубрики «Шумоизоляция». В этом отеле она не идеальная, но все-таки хорошая. Иногда в турецких отелях бывает такая шумоизоляция, что люди приходят в свой номер, и ты слышишь, о чем они говорят, даже если они говорят в полголоса. Здесь я точно знаю, что у меня были соседи, но я не слышала их разговоров, не слышала, какие передачи они предпочитают. В общем, никто мне спать не мешал. И музыку из лобби я тоже не слышала. Мне кажется, эта шумоизоляция хорошего уровня. Под окном тут тоже ничего нет, никаких оживленных трасс, мои окна выходят во двор, а окна с другой стороны выходят на променад и на море, так что здесь вообще никто не будет беспокоить. Ну а сейчас я пойду на завтрак и покажу вам, чем кормят на шведском столе в отеле «Камелия». Питание в отеле «Камелия Селин» оказалось довольно разнообразным. Еще раз напомню, что я отдыхаю зимой, а в это время некоторые отели Турции заметно сокращают шведский стол. По утрам в ресторане «Камелии» всегда хороший выбор свежей выпечки. Хлеб, сладкие и несладкие булочки, круассаны и так далее. На горячее предлагают несколько блюд из яиц. Тушеные овощи, сосиски в разных видах и даже суп. А также пироги, 2 вида каши, картошку и жареный сыр. Новые порции блюд готовят непрерывно. Еда на шведском столе не заканчивается. Любителям сладкого завтрака предлагают блинчики и венские вафли, а также йогурты и фрукты в сиропе. На шведском столе достойный выбор варенья и ореховых паст. Любители классического турецкого завтрака оценят выбор холодных закусок. Тут и овощные пасты, и оливки. А для бутербродов всегда есть несколько видов колбасы и сыра. И, конечно, в отеле предлагают свежие овощи и фрукты. Из напитков есть детокс-коктейли, апельсиновый фреш, чай и кофе, а также различные соки. Я довольна выбором. Кстати, часть продуктов на шведском столе выращивается прямо на территории отеля. Тут есть фруктовые и оливковые деревья, грядки и теплицы. Чем кормят на обед в отеле «Камелия Селин»? Повара непрерывно жарят овощи на гриле и пекут пиццу, как классическую, так и турецкую в виде лодочек. На горячее несколько турецких блюд из мяса, тушеные овощи и несколько стандартных гарниров, вроде пюре и риса. Обязательно есть 2 вида супа, а также привычные европейские блюда, вроде жареной рыбы и мяса. В ресторане хороший выбор овощей, свежих салатов и солений, а также холодные закуски, овощные пасты, сыр, ветчина и рыба.
Фрукты примерно такие же, как на завтраке. Мне понравился десертный стол. Не скажу, что выбор огромный, но все же есть и турецкие сладости, и европейские пирожные. Для детей в ресторане оборудован отдельный уголок с низкими столиками, линией раздачи и холодильником. А еще тут есть мороженое. Ешь сколько хочешь. Готовят здесь вкусно, я довольна. Посмотрим ужин в отеле «Камелия Селин». Обратите внимание, что названия всех блюд прописаны на нескольких языках, в том числе и на русском. Мне понравилось, что блюда здесь не похожи друг на друга. Многое приготовлено очень интересно. Тут и тушеная капуста, и мясные пироги, и адан и кебаб, и крылышки на гриле. Выбор действительно хороший. Есть и турецкая кухня, и что-то привычное и понятное. Отмечу, что официанты в ресторане всегда следят за своевременным пополнением блюд на шведском столе и чистотой в зале. Напишите в комментариях, нравится ли вам такой набор блюд в ресторане или хотелось бы чего-то добавить. Лично мне было бы интересно посмотреть, как тут в высокий сезон, потому что сейчас все отлично. И еды много, и очередей нет, и готовят хорошо. Кроме того, зимой закрыта большая часть ресторанов на территории резорта Камелия Коллекшн. Мне бы хотелось узнать, как они справляются с гостями в разгар лета. Но что-то мне подсказывает, что тут все отлично. Я думаю, этот отель однозначно достоин лайка. Поставьте его прямо сейчас, чтобы когда-нибудь здесь побывать. А если вы здесь уже бывали, поделитесь впечатлениями в комментариях. Расскажите, как здесь в сезон. Я уверена, что мне стоит вернуться сюда еще раз летом, чтобы посмотреть, какой здесь аквапарк и как здесь отдыхают туристы в разгар сезона. Ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что я поехала дальше обозревать новые отели.